С 1 сентября впервые на экранах телевизоров появились значки о возрастных ограничениях в программах. Где плюс 12, где плюс 16, где плюс 18. За последние пару дней даже выписан первый штраф – почти 1 000 000 рублей за доступ на интернет-портале в дневное время к фильму «Обкуренные», то есть пропаганду наркотиков. Всю неделю россияне обсуждают, не слишком ли рьяно детей защищаем. В таких случаях сверяются с европейским опытом. Наш корреспондент Антон Чечулинский отправился в Скандинавию. А у соседей, оказывается, совсем другой подход. После долгих уговоров ему даже разрешили побывать в модных детских учреждениях. Дети там невероятно просвещенные в некоторых вопросах. А у кого два папы? Есть и такие. У Теренса тоже два папы. Его песня так и называется «Два папы». На самом деле Теренс из семьи, где есть и папа, и мама, но его с самого раннего возраста приучают. Два папы как минимум не хуже. Об этом и популярная голландская песенка, которую ему предложили спеть на детской телепередаче. В этом детском садике в центре Стокгольма нам не позволили снимать детей. Причина – методы воспитания вызывают споры даже в самой Швеции. Впрочем, директор считает их революционными. Малышей избавляют от гендерных стереотипов. Например, работникам запрещено произносить слова «он» или «она». В общении с детьми используют специально придуманное обезличенное местоимение «хен», популярное у геев и лесбиянок. На русский язык это не перевести. Такие же безликие тут и игрушки. Вот это, к примеру, африканская гендерно-нейтральная кукла. Ее не следует рассматривать как девочку только из-за того, что у нее длинные волосы. Это бесполая кукла с нейтральным лицом. И на усмотрение детского воображения это мальчик или девочка, грустная или веселая. Детям не читают сказки про русалочку, белоснежку или спящую красавицу. По мнению воспитателей, мужественный герой и женственная героиня – все те же стереотипы. Вместо этого книги, в которых непонятно о ком повествование – мальчики или девочки. Подобная литература с нетрадиционным взглядом на жизнь заполняет скандинавские книжные магазины. Вот одна такая история про мальчика и его папу, у которого появляется друг. Сначала главному герою любопытно, потом он испытывает чувство ревности, но в конце принимает мужчину как члена своей семьи. Мы долго пытались найти такую же книжку, только где на последней странице будут с мальчиком изображены не два папы, а папа и мама. Но так и не смогли. К тому, что понятие «традиционная семья» безнадежно устарело, в Норвегии приучают со школьной скамьи. Это одна из инициатив сообщества секс-меньшинств – лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, сокращенно ЛГБТ. При Министерстве по делам детей, равноправия и социальной интеграции создан даже специальный центр, который занимается образовательными программами. Год от года образовательная система улучшается. В учебниках по математике появляются задачи, в которых рассказывается о семье с двумя папами. Мы ездим по школам, говорим с учениками о том, что такое быть геем. Наша цель – сделать видимым для людей все разнообразие. Кадры гей-парада, в котором участвуют дети. Гей-активисты уверяют, это необходимо для распространения толерантности в обществе и обвиняют в ее отсутствии всех, кто против, чтобы несовершеннолетние ходили на подобные акции. Даже церкви в этом споре не хватает авторитета. Многие люди, критикующие геев, боятся быть названными экстремистами. Государство управляет даже независимостью церкви, навязывая ей толерантность. Если ты священник-гомофоб, ты никогда не попадешь в церковь. Более того, предпочтение отдается священникам-геям. Еще 5 лет назад подобной социальной рекламы почти не было. Теперь она занимает значительный процент эфирного времени на телевидении во многих европейских странах. Меньшинством становятся те, кто утверждает, это уже не столько борьба со старыми стереотипами, сколько навязывание новых. Но сказать то же самое публично рискуют единицы. Один из немногих согласившихся на интервью молодой политик Мортен Дахле Старк. С моей точки зрения, гомосексуализм, безусловно, отклонение
от нормы, но когда мы говорим об этом, нам шлют письма с угрозами и предупреждениями. Обсуждать эту тему здесь очень непросто, поскольку интересы гомосексуалистов поддерживают научная и политическая элита страны. Это наш бывший министр финансов. Он раскрыл свою гомосексуальность, когда вошел в правительство. Вот что он пишет. «Когда я, наконец, признался себе, что я гей, я стал более уверен в себе, и моя жизнь одиночки наконец-то закончилась». Цитата из книжки «Гей Kids». Название можно дословно перевести как «Дети геи», о детстве людей с нетрадиционной ориентацией. Авторы мечтают, чтобы она стала школьным учебником, а также издавалась на английском языке для читателей из других стран. Поначалу они отнеслись к нам с настороженностью. Это в Норвегии их проект имеет колоссальную поддержку. За ее пределами приходится выслушивать и обвинения. Многие говорят, что мы хотим, чтобы было больше детей-геев. На самом деле у детей, которые с помощью нашей книжки познают себя, поймут, геи они или нет. Будет значительно меньше проблем с наркотиками и психическим здоровьем. Мы можем назвать все это пропагандой. Проводится очень успешная кампания, которая направлена в том числе и на детей. Когда им вместо того, чтобы рассказать о роли традиционной семьи в обществе, говорят, что гомосексуализм – норма, это их сбивает с толку, смещается система ценностей. Детский психолог Ашилд Мари Виги на интервью пришла со своей супругой. Смещению системы ценностей они только рады. В Норвегии однополые пары растят уже более 20 тысяч детей. 2/3 общества поддерживает такую практику усыновления. У нас по-прежнему считается, что ребенок должен расти с мамой и папой, но это уже не норма для многих детей. В Норвегии проводилось исследование, как чувствуют себя дети в однополых парах, и мы не нашли признаков того, что они чувствуют себя хуже, чем в разнополых. Об однополой семье как о важнейшем элементе современного толерантного общества говорит и Кьел Эрик Уле, в прошлом известный на всю Норвегию гей-активист, а ныне замминистра здравоохранения. Это его муж Трон, а это дети Тубайс и Бастиан, которых приемные отцы воспитывают вместе с 2 биологическими мамами, лесбиянками. Однажды мой сын спросил: слушай, а правда, что мужчина может жениться на женщине? И тогда я ему объяснил: большинство мужчин так и делает. И, возможно, ты сам женишься на женщине. А если нет, то это не так уж и важно. Да, у нас геев иногда вырастают дети геи, но они также вырастают и в гетеросексуальных семьях. Вот только официальной статистики на эту тему нет ни в Норвегии, ни в других странах. Массово усыновлять малышей секс-меньшинства начали не так давно. При этом большинство психологов предупреждает: каждому знанию свое время. И слишком раннее погружение во взрослые проблемы не поможет, а скорее запутает. Есть возраст непорочности, и только после него ребенок готов самостоятельно формировать вкусы и привязанности, в том числе и терпимость к тем, кто на него не похож. Антон Чечулинский, Иван Романов, Андрей Портнов, Наталья Литовка, Первый канал.